Методы сводятся к тому, что технический анализ рынка пытается прогнозировать по прошлым данным, что будет в будущем. И тут начинается уже разветвление. Если забегать вперед, мы используем метод Вайкоффа. Метод Вайкоффа — это про большие деньги на рынке. Они есть, это профессионалы, которые своим капиталом двигают цены, просто потому что рынок не настолько объемен, что может поглотить все их деньги и при этом цена не подвинется. Вот этот метод мы используем для того, чтобы понять, а что же умные, большие, крупные деньги видят в своей перспективе. То есть, где они покупают, где они продают, и мы движемся вместе с ними. Этот метод называется метод Вайкоффа. Также этот метод, хотя этому методу уже более 100 лет, я хочу сделать на этом акцент, то есть 100 лет. Те курсы, которые я видел в интернете сейчас, в основном это так или иначе разная подача данного метода, кто подает его с объемами, кто без, так называемая концепция Smart Money сейчас у всех на слуху, она очень популярна. И вот эта концепция, она очень сильно похожа с тем, что вы фактически найдете и в старых книгах. Только, как я уже сказал, новая интерпретация. Это все к чему? Что как бы не было много методов, те, которые реально работают, это в принципе все об одном и том же. Это чтобы вы не подумали случайно, что каждый трейдер торгует по-своему. Нет, каждый практикующий трейдер в основном использует то же, что и другие. Даже если это он называет по-другому, все равно это одно и то же. В основе метода, который связан с умными деньгами, всегда лежит это объем и изменение цен. Почему? Потому что биржа нам дает два этих основных параметра для анализа. Цена показывает изменение рыночной цены за определенный период времени, направление движения и так далее. А объем показывает меру активности. Вот если посмотрим сейчас на рынок биткоин, мы можем видеть, что вот выступил Трамп уже после закрытия и биткоин рухнул. Новостное движение. Трамп своими заявлениями о пошлинах с Китаем, что он ведет 100%, в общем, опять эти угрозы новостные, как всегда, привели вот к таким последствиям. Огромнейшая активность, огромнейшие продажи на рынке. И те, кто держал свои здесь лонговые позиции, были ликвидированы с убытком. И, конечно же, потеряли деньги, получили огромнейший негатив. В общем, все то, что ждет большинство начинающих участников рынка, которые торгуют несистемно. Так вот, в чем смысл любого метода по трейдингу? Как правило, трейдер внутри дня, который торгует, а если трейдинг это в основном работа внутри дня, крайне редко это работа внутри недели, должен уметь анализировать смены тренда. Вот эти вот волны, которые вы видите на графике, которые я сейчас рисую, это так называемые волны тренда, либо еще фазы рынка в объемном анализе, так называемые. Эти фазы возникают не просто так, они о чем-то нам говорят. И задача трейдера научиться их анализировать и научиться их, конечно же, прогнозировать. Тогда вы можете, продав здесь, зафиксировать прибыль на этом снижении. Вместо того, чтобы терять деньги, наоборот, вы их будете зарабатывать. А значит, этот метод вам должен показать, почему вообще мы могли ожидать это снижение. Именно на этот вопрос и отвечает объемный анализ рынка, метод Вайкоффа. И также на этот вопрос отвечает огромное количество систем, которые построены на этом методе. Поэтому в нашем курсе, который мы будем с вами изучать, мы обязательно должны прийти к этому методу анализа. А проходить мы будем следующими этапами. Как я уже сказал, биржа, мы должны узнать, что это такое, как она работает, как она функционирует, какая ее роль, почему она вообще есть, зачем она есть и так далее. Ее участники, кто торгует на бирже, ее инфраструктуру, как она работает. Потому что если вы уже немножко знакомы с трейдингом, возможно, вы слышали такое для большинства трейдеров страшное слово, как маркетмейкер. Это участник рынка, который помогает создавать рынок. Что он делает на рынке, почему он есть на рынке и многое-многое другое, что важно для понимания комплексно, что такое биржа. Вот это все мы изучаем в знакомстве с рынком. Когда вы это все узнаете, вы уже
прекрасно понимаете своих коллег по цеху, вы понимаете, за кем вам желательно следить, почему рынок иногда сильно изменяется в цене, почему не очень, подставляет ли маркетмейкер ликвидность, либо вообще нет. Вот это все важно понимать, и это мы узнаем здесь, в знакомстве с рынком. После того, как мы узнаем, что такое рынок и кто его основные участники, мы планомерно и последовательно переходим к анализу рынка. Как я уже сказал, мало знать про рынок, нужно еще уметь его анализировать. И на последнем этапе на нем заключать сделки. То есть сначала анализируем, узнаем, что такое рынок, потом анализируем, а потом заключаем сделки и зарабатываем. Вот финиш всего этого. Анализ рынка в себя включает блок. Следующие темы. Мы сначала знакомимся, какие вообще виды анализов рынка бывают. Вы должны понимать примерно, чем живет трейдерское сообщество. Как я уже сказал, их очень много. Они настолько разные, что, даже, наверное, пальцев на двух руках не хватит, чтобы их все перечислить. Но в большинстве случаев они все связываются в технический анализ.